Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Друзья! Прекрасный солнечный день, хоть говорят, что уже похолодало, там 20 градусов, 18 градусов тепла. Нам пофиг, мы едем на рыбалку, нам тепло, у нас есть баня, у нас есть печка, у нас есть палатка. И я еду, знаете, куда? На карп. Вот так вот красиво на дороге пасется сейчас моя машинка с прицепом. Ну а там какая-то туча. Я еду в Загорнята, я посмотрела погоду. В Загорнятах дождя сегодня нет и не будет. Что это вопрос, если Загорняты находятся в 20-30 километрах от меня? Кто не понимает, почему у меня такое прекрасное настроение, я могу вам сказать. Потому что сегодня 1 сентября, и мне не надо в школу. И мне не надо в школу, я могу ехать на рыбалку. Рамс, мы можем ехать на рыбалку. А кому-то надо в школу. В университет, на учебу. А нам нет. Подъезжаем, ребятки. Смотрите, как красиво выглядит любительский водоем со стороны. Это кругленький карьер, который соединяется, если я не ошибаюсь, с длинным карьером. И здесь можно ловить рыбу, ее кушать. Здесь довольно-таки много рыбы, насколько я видела по отчетам. Она клюет, и здесь уже есть достаточно большая рыба, достаточно крупная. Вот такие вот дела. Мне нравится, что вдоль всего вот этого маленького водоема есть проезд, можно разместиться, и уже при помощи экскаватора были проделаны какие-никакие места для установки палаток своих и остановки автомобиля. Почти на самый крайний сектор сейчас едем, который я, ребят, выбрала. И недалеко от нас, наверное, метров 100-150, будут сидеть другие карпятники, составлять там конкуренцию. Но у меня лодка, между прочим, с собой. Много бойлов, Carp Today. И Pineapple есть тоже. И Pineapple, и Strawberry, и все что угодно у меня есть. Поэтому будем конкурировать, так сказать. Такая вот дорожка ведет сюда. Деревья. На противоположном, видите, берегу там такой достаточно резкий обрыв, по которому я, кстати, пробиралась, когда искала свой кораблик. Я еду в крайний сектор, там, где стоят бочки. Сейчас мне нужно успеть собрать несколько удилищ, нужно надуть лодку, нужно сделать корм, нужно найти место для ловли и, естественно, до заката закормиться и начать ловить рыбу. Я хочу поймать сегодня хоть какую-нибудь рыбу. Ну ладно, если не получится, я хочу хотя бы сегодня поесть шашлык. Никаких якорей мне не нужно будет. На лодке я прохолочу просто-напросто глубину. Кстати, на лодку от диппера есть специальное крепление вот такое, куда он прикручивается. Потом диппер опускается в воду, и вы спокойно эхолотите. Ну, а это, в принципе, все то, что мне понадобится для ловли. Это мои удилища, кормушки, груза, снасти и, конечно же, корм. Надеюсь, что корма на эти дни мне хватит. Жидкости всякие, аромы. Есть начатые пакеты, есть не начатые. Есть всякие ликвиды, или как их называют. Есть каша, все что угодно. Есть прикормка простая для того, чтобы склеить все эти компоненты и даже подтянуть мелочь. Почему нет? Нужно же чем-то мне будет заниматься. Перед вами абсолютно нульцевая палка. Называется она Акара Carp Series Experience в росте 3,9 с тестом 3,75 лб. Это трехчастник, который я сейчас соберу. И сегодня я буду использовать для ловли карпа. Сегодня на этой сессии карповой сессии. Кому-то мне нравится это словечко. Сессия, карповая сессия. Вот, на этой карповой сессии я буду использовать 4 комплекта палок. 2 довольно-таки высокобюджетных и 2 своих новых комплекта, которые я буду использовать вообще впервые. И мне даже интересно, как они будут себя вести. Катушку на это удилище устанавливаю Fish to Fish Saturn Carp со шпули 10 тысяч. На нее я намотала еще в магазине леску для того,
Чтобы пару раз махнуть палкой вместе с грузом, я могу вам сказать, что палка довольно-таки такая размашистая, хорошо бросает. Посмотрим, как она будет себя вести сегодня. Ну и сейчас повесим на нее шок, конечно же. Слушайте, ну зачем, да? Ничего, так смотрится вообще, обалденчик. Палочка. Кому интересно, прикормка пахнет клубникой, в ней много крупной фракции. Видите, есть пелец, есть какой-то горошек, есть какая-то кукурузка. В общем, есть даже что-то, чтобы мог покушать Карпуша. Ну и сейчас ее увлажним. Это мой супер шуруповерт Redwerk, который я еще ни разу не заряжала с момента того, как он у меня появился. Вот эту вот батарейку я ее ни разу не заряжала, и он до сих пор работает. Все вот это вот довольно-таки быстро растворяется в воде и должно достаточно быстро привлечь рыбу. Это комбикорм и пелец. Кукуруза умный выбор, вообще простая. 2 банки добавляю в прикормку. Ликвидик кукурузный, прекрасный. Последний этап, на котором я добавляю вот такую вот штуку, которая дает какой-то там невероятный шлейф просто в воде. Мы, кстати, можем это проверить. Пошли проверим. Обалдеть! Как дорогие штуки есть такие. Обалдеть, ребят, посмотрите. Класс. Дивами бойлы просто нереальный аромат дают. Кукуруза тоже запах отдает. Вообще просто нереальный запах. Когда смешают с сыпухой, я думаю, будет вообще огонек, просто огонек. Бусбары уже установлены, остается установить сигнализаторы поклевок. И следующее, самое главное, что мне остается сделать, это, конечно же, найти точки ловли. Нужно будет выплыть. После этого отмерить дистанцию ее ловли, для того, чтобы ловить постоянно с одной дистанции, для того, чтобы можно было ночью или днем просто перезабрасывать и не возить туда в завозку. Потому что дистанция, как видите, здесь довольно-таки небольшая. У меня 4 удилища, давайте начнем вот с этих. Я не знаю даже, какими лучше ловить на дальней дистанции. Ну, давайте будем брать вот это вот, пробовать. С дальника это я хочу бросать под кусты, туда, под травичку. Крючок этот, не обращайте внимания, то, что висит, я буду вешать другие. Скорее всего, буду делать прямо под наживочку. Вот, а вот что воспользуюсь. Может, мне будет лень, воспользуюсь теми, что у меня есть. Может, есть какие-то готовые. Беру, ребят, к себе грузик. И отправляюсь искать точку ловли, конечно. Грузик зажат у меня. Посмотрим, проехолотим, как у нас тут что по глубинам. Мне очень интересно на самом деле. О, резкий свал пошел. Резкий свал, глубина 2,2, 2,3 метра, 2,4 метра, 4,2, 4,0. Вот здесь вот показывает какую-то рыбу. Причем эта рыба, видите, где ходит? Она ходит, ага, поднимается 3 метра. Нам нужно с вами найти какой-то стол. Создаем кормовое пятно. Кормовое пятно я не буду делать такое, что типа одно пятно на 2 метра и все. Нафиг надо. Мы сделаем с вами небольшую дорожку для рыбы. Ребят, точки закормлены, заклипсованы точки, куда я закормилась. То есть туда можно кормить с помбом. Это расстояние нужно будет сейчас запомнить, записать. И естественно, что кормить я буду на подходах, скорее всего. В 23,5 это дистанция закорма, 24,5 это дистанция ловли центральным удилищем. Я отступаю им ближе к берегу. Все, ребят, горит костер небольшой. Кстати, это из тех дров, которые были еще взяты с собой нанеманы. Я наконец-то ужин почти в 12 часов ночи.
поджарила немножко шашлычка с помидоркой, огурчиком и перчиком. Сейчас пожарем. Вот такие вот дела. Вот такое вот вкусное мясо. Я надеюсь, сейчас посмотрим. Огонь. Кстати, вот этот вот помидорчик домашний мой дядя у себя растит. Вкусненько. Ну что, ребят, первая поклевка. Ой, что-то небольшое с недальнего состояния. Я вам бежала босиком на центральное удилище. На центральную удилку. О, рыбка пока есть. Пока ничего не отцепилось. Нужно немножко выставить фрикцион. Ого! Ого! А что это произошло? Красавчик взял на Carp Today. Опа! Опа, дружище, подожди. Не, наверное, это поклевка. И, конечно же, такого малыша мы быстренько отпускаем и смотрим, что у нас тут произошло с нашими сосами. Давай. Все, поплыл, красавчик. Опа. Ну все, ребятки, с почином. Ставлю на этот раз вот такое вот сочетание, но видите, что, скорее всего, после следующей поклевки этот крючок уже придется переделать, потому что вот этот вот стопорок почти порвался. Устанавливаем на него стик, который сделан уже был с ночи, с ужина. И получается обратно вот такая вот красота, которая забрасывается, надевается обратно на монтаж и забрасывается. Не сильная, ребят, поклевочка сейчас была, но вот какая-то рыбка. Я даже не поняла, что я сейчас вытягиваю своим новым удилищем, вот этим вот простым. Идет что-то. Вот не понимаю, мне кажется даже, что идет какая-то рыба, возможно, даже покрупнее. Такое ощущение вообще, что по поклевке это какой-то амур был. Я не знаю. Найки монстр. Сошел. 100%, ребята, это был амур. Это его поклевка на 100%. Взял с дальней дистанции. И, видите, завел в кусты. Ну, ничего страшного. На самом деле, я не расстраиваюсь. Я считаю, что это клево, что вообще произошла такая классная поклевка. Главное, что она есть. Значит, мы находимся на правильном пути. И будем надеяться, что у нас обязательно еще что-нибудь клюнет. Наверное, что-то покрупнее опять. Давай его просеку сюда. Опа. Хорошенький. Опа. Хорошенький. О,
рыба есть. Дружище, ты не научился, да? Тебя ловят и отпускают. Красавчика такого. Да, рыжий? Иди посмотри рыбку. Хочешь? Иди посмотри. Хочешь посмотреть, Рамс? Хочешь посмотреть рыбку? Ну, иди посмотри. Ну, хвостик такой, видишь, какой? Покажи, какая рыбка красивая. Вот такая вот красивая рыбка. Ну, это, кило 2, может. Подремонтировали, ты поплывешь. Ага. Не крупненький, но все равно приятненько. Так, ребят, сегодня будет солнечный день. Дождя вроде не обещают, но даже если будет дождь, у меня теперь есть вот такой вот прикольный зонтик специальный, который можно использовать на карповой рыбалке, не только на карповой рыбалке. Мне его довольно-таки сильно не хватало, потому что это самый быстрый вариант не шатра, но какого-то тента и защиты от дождя или от солнца. Обязательно, чтобы защитить, например, себя и свою наживку и снасти. Ведь ни бойлы, ни лески, ничего нельзя хранить под ультрафиолетовым лучами. Поэтому я думаю, что это прекрасная вещь. В чехле лежит сам зон, лежит юбка от этого зонта, идет вот такая вот палка, которая вставляется в сам зон. И, насколько я понимаю, это колышки для растяжки, скорее всего, вот этой вот юбки. Поэтому давайте попробуем все установить. Разберем, откроем как зонтик. Так, вот этот вот каркас нужно раскочить. Опа! И вот это вот закрутить. И все практически собрано. Смотрите, вот эта вот кнопка пластиковая, это для того, чтобы его собрать в обратном порядке. Идет вторая нога, которая идет в комплекте, она разборная, она вытягивается и фиксируется при помощи вот этого вот рычажка, вот этого вот зажимчика. Все, получается, острой частью вставляется в землю на ту глубину, на которую нужно. В комплекте вместе с зонтом идет юбка, которая вот так вот удобно фиксируется на сам зонт, на молнию. Это мой набор, чтобы делать стики. Это емкость, в которую я крушу бойлы. Это круша. Это ПВА системы, сеточка специальная, круша. В крушу накладываются и крушатся бойлы. Если они свежие, то они нормально крушатся. И вот такие вот конфетки у меня получаются, которые я впоследствии отправляю вместе с монтажом и крючком на точке ловли. Здесь у меня всякие разные грузики, причем разных компаний-производителей. Вот такие вот всякие. И Carp Pro я вижу здесь есть. И Ива я вижу здесь есть. Вот это я не знаю, что за это. И Carp Today. Но Carp Today в основном я использую при ловле. Вот это, кстати, тоже груза Carp Today. Кстати говоря, многие говорили мне, что старые попапы можно не выбрасывать, а попробовать использовать для добавления вот в эти вот ПВА-стики. Я их сейчас попробую. Ага, еще попробую их размельчить. При помощи использования грубо мужской силы удалось вот это все дело размельчить. Я вот так вот добавляю сюда, размешиваю и поговариваю, что если добавлять в стики, то вот эти вот всплывающие частицы будут интересно анимировать корм, который туда попадет. Днем сейчас будем делать меньше. Ой, острый крючок. Меньше наживку. Оп. Большие наживки не сработали. На крупные у меня клюет также 2,5, там 2 килограмма, поэтому я думаю, что крупный карп здесь может быть довольно-таки пугливым. Мы можем теперь взять и поменять поводки.
Снимаю клипсу, потому что если в этом месте клипсу не снять, то 100% снесет вместе с удилищем. Расслабляю фрикциончик, оп, чтоб не бередить душу соседей. Вешаю вот так вот свингер, трохи расслабляю и жук. Трохи поколдовала, но видите, колдовство принесло свой результат. Но выходит на поверхность там что-то небольшое. Знаем, что на точке, там где я закормила, рыба точно есть. Видите, она там ходит. Ходит, бродит. Оп. Будет хорошо. А, папа красавчик. Ну вот, видите, принесло свой результат. Вот немножко уменьшила наживку. И сразу приплыла рыбка побольше. Попапчик с вареночкой у меня здесь. Я, ребят, хочу кушать. Вкусняшка. Согласитесь? Да, корм я уже столько корма использовать не буду, сколько использовала. Значит, буду использовать комбикорма немножко пелица. И сейчас дорежу и покрушу сюда бойлер. Сюда. Вот такой штуки. И вот такой. Ну, пытаюсь найти какой-то ключик. Видите, ничего пока такого прям, чтобы точно я знала, что вот это 100% рабочий вариант. Нет, ставлю сейчас такое сочетание. Карп. Я поставила здесь 2 желтеньких бойлика, вареночку, попапчик. Вода прозрачная такая. Опа, красавица, а? Смотрите какой. Красавчик. Бляха, иди ты, ёпсель-матрёпсель, паскудник. Ну это вообще там почти под тем берегом стоит. Опа, поехала. Половину быстрее. О, порося. Сейчас эту достанем. Ничего страшного. Спасибо большое. Подержите? Да, что подержите. Не, этот маленький. Виталик поднял, видишь, и на узле лопнуло из-за того, что ты вот так вот вздернул. Надо было вздернуть. Делала вчера, да, неправильно. Делала
тузик. Совсем. О. Ну все. Да, ребят. Поймала, видели карпа, как тянула за леску, на закидушку. Главное, чтобы заснято было. Вот это вот впечатление в море. Ну это хорошенький. Интересно, сколько он весит. О, какой нажратый. 4 с копейками 100%. Ну, наверное, наелся моего корма. Может, он с икрой. Какой-то он вообще. Круглый. Ну. 5 плюс, наверное. А вот, смотрите, наш. Ага. Беленькая с оранжевым. Это чеснок и слива, если не ошибаюсь. Чеснок и слива — это 2 попапа. Вот, друзья, вот такой вот красавец наконец-таки взял на 2 попапа. Чесночный и оранжевый — это со сливой. Они там небольшие. Вот. Значит, все правильно сделала. Кстати, я только что закормила. Получается, 520 грамм весит, 510 весит мешок, 520. Я его трошки намочила, ребят, чтобы не стало карпу плохо. Так, весы показывают 5770, 5780 минус 520. 5200 с копейками. Я говорю 5 плюс. Ура! Ну. Сработала сначала одна, потом сработала другая закидуха. Сейчас покажу. Ой-ой-ой-ой. Красавец вот такой вот тоже клюнул. Ну, это на желтенький. На желтенький, видите, они все не крупненькие. Этого сразу сейчас отпустим, чтобы он тут уже не мучился. Давай, дуешь, дружище. Все, он поплыл. А теперь надо разобраться, ребят, с этим. Сфоткаться красиво. Боже, ты толстый. Да ты столько еды там наел. Столько корма, то, что я накормила тебя. А? Как ты думаешь, это он толстый настолько наелся? Ой, какая красавица, а. Друзья, хочется вам показать мою поляну. Коль уж так хорошо клюет, я могу... Блин, защемила спина. Я могу вам сейчас показать свою поляну. Шикардосную. Поехали. Стоит мой автомобиль. И здесь, рядом с дорогой, мой шатер. Шатер, в котором я ночую, благодаря тому, что в нем стоит печь, потому что ночью влажно, сыро и довольно-таки холодно. Здесь у меня стоят тычки для того, чтобы отклипсовываться, измерять дистанцию ловли. Здесь у меня банька, в которой я сегодня буду париться. Моя красота. Дождя вроде бы не передавали, поэтому кухня стоит прямо здесь. Здесь у меня новая плита, точно такая же, как у меня была. Но у меня прослужила, наверное, несколько лет. Просто треснуло керамическое вот это вот покрытие. И я взяла точно такую же плитку, чтобы ей пользоваться. Здесь шатер, 2 спальных места, теплый пол обязательно, вот печка стоит. Тут у меня кое-что интересное, что мы установим вокруг своего лагеря сегодня вечерочком. Здесь можно прятать вещи какие-то, сушить. Вот здесь можно какие-то вещи прятать, сушить. Вот сюда в окошко можно посмотреть. Через эти сеточки можно подышать. Здесь дверь маленькая, здесь дверь очень большая. Спальники свернуты, чтобы они потом не начали сыреть. Здесь у меня в обязательном порядке вода. Воды беру с собой, может, литров по 25, по 30 на каждую рыбалку. Вот здесь заготовка к вечернему костру. Стоит мангальчик, в котором тоже, я надеюсь, пожарим шашлычок. Хотя, в принципе, угли вчера затушили. Залили водой. Но мне кажется, все равно их будет мало, чтобы сегодня поджарить шашлык. У меня стоит прицеп со всеми моими причиндалами. Удилище сподовое, если вдруг захочу закормиться с берега. Здесь мой новый зонт Fish to Fish. Кстати, очень удобная вещь. Вот так вот заходишь сюда, садишься, и у тебя организовано вот такое рабочее пространство, не дует ветер, если будет идти дождь, не будет идти дождь. Вот, единственное, главное правильно его растянуть. Вот так вот юбка приделана по всему периметру, ее в принципе можно отстегнуть и можно просто сидеть под зонтом. Кому какое, как сказать, как нравится. Здесь у меня куча всяких моих бойлов, здесь тоже всякие мои бойлы, здесь всякие мои аксессуары, чтобы перевязывать монтажи, перевязывать снасти. Здесь у меня много довольно-таки бойлов, а может быть это не считается, что много. Это вот остатки корма. Нужно сейчас еще заделать, для вечера будет. Ну и все. Здесь у меня для стиков небольшие замесики. Вот такие вот дела. И вот так вот выглядываешь из зонта, и виднеется все
озеро, весь карьер. Внизу, если спускаться с горы, стоят мои снасти. 2 слева, 2 справа. Это 2 комплекта Акары. Это 2 комплекта Карпро. Ну, хоть одно удилище пока в воде осталось. Там идет, ребят, что-то не крупное. Я сейчас все переделываю, все перезабрасываю. На одну удилку, на которой оторвался шок-лидер, нужно будет его сейчас перекрутить. Ну и здесь у меня вон идет тузик какой-то. А, прикол. Такой вот красавчик. Очередной свеженький запуск, наверное. Оп. Вот такой маленький карпушка. Отпускаем его. Тузончик совсем. Амур, ё-моё! А я говорила, что ночью амур клюнул. А я говорила. Смотрите, амур приплыл. Ё-моё! Давай, ложи на стойку, тащи сюда. А я говорила. Ночью, наверное, был хороший, потому что не смогла его вот так вот дотянуть до себя. Ох ты, ох ты, ох ты. Ой, как красиво. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай, красавчик. Ай, красавчик, иди сюда. Ой, амуры никогда сразу с первого раза не даются. Это не карпы. Даже небольшой долго довольно-таки может сопротивляться. Да, сошел. Ну ничего. Ну ничего страшного. Пофиг, ничего страшного. Что, моя удилка баланеска мне нужна будет для того, чтобы сейчас половить на поплавок. Также у меня подготовлена леска и крючки, чтобы половить карпа. И когда плавала на лодке, я себе вот трошки здесь прикормила. Сажусь вот сюда на такой модный стульчик. Проверим, как работают эти крючки. Мне даже не интересно. Вот флюорокарбон. Интересно. Петля в петлю. Ставлю поводочек. Не, вкусняха. Вкуснятина, вкуснятина, вкуснятина. Так, это надо скрутить. Смотрим, сколько кукурузин влезет на такой крючок. Раз. 2. 4. Место ловли. Чтобы рыба вышла погулять. О, ребятки, первая поклевка. О, ребятки. Главное его, ребят, сейчас удержать. Леска там должна выдержать.
Ребята, сейчас. Сейчас. Опа. Опа. Вот так вот, ребятки. Вот так. 4 кукурузы, представляете? Сейчас вот решила испытать свой новый флюорокарбон. Слушайте, здоровый. Нормальный такой. Взяла с камыша. Красавчик такой, а? Хотел убежать. Ой, как хотел убежать. Дружище. На удочку, скажите, таки неплохо. Ты красавец, ты красавец. Давай, Бусю. Ах, такая красота. Давай. Ой. Сегодня у меня в банке, смотрите, есть камушки. Печка горячая. Иногда даже, кстати, дверь вот эту вот не закрываем. Окошко ведет прямо на водоем. Это очень круто. Если вдруг будет поклевка, я хоть увижу, на какое удилище. Вот здесь вот можно приоткрывать. Ребята! Очень горячо. Дотронулась. Вот здесь вот у меня заваривается душистая штука, которую можно потом побрызгать на камни, побрызгать на стены. Ну, ребят, посмотрите. Видите? Буквально 7-8 минут, и у меня прям все пипец просто. Машина может рыбу? Да, он кто-то идет. Нифига себе. Пошли, короче, мы париться и все. И рыба думает, пора клевать. Конечно, как всегда. Вечереет, я уже потихонечку одеваюсь, потому что становится довольно холодно. Хорошо, что есть солнышко. Перезабросила все свои снасти и сейчас хочу сделать корм для того, чтобы заехать и перед ночью закормить. Перед вами автономная сигнализация «Циклоп», которая работает на территории кемпинга, где вы находитесь. Охранная сигнализация «Циклоп» – это штука, у которой есть 2 датчика движения в случае, если на вашу полянку возле ваших вещей появляется кто-то живой, сигнализация срабатывает, и вы знаете, что там кто-то есть, либо... Возможно, даже звук срабатывания напугает. Короче, давайте распаковывать, давайте смотреть, что тут лежит внутри. Так, это датчики. А это непосредственно база. Кажется, вот так. Да. Угу. Это 2 датчика движения. Радиус их работы составляет, если я не ошибаюсь, 6 метров всего лишь.
так, чтобы у меня там не была поклевка. Когда проходит мимо человек, срабатывает датчик движения и загорается вот эта вот красная кнопочка индикации, которую я считаю лучше заклеить, чтобы тот, кто будет идти, не видел, где эти датчики находятся, потому что нечего ходить где попало. Например, один из датчиков движения я бы установила где-нибудь вот здесь, возле входа в палатку. Не дай бог, кто-нибудь в нее захочет залезть. Второй где-нибудь здесь, чтобы если кто-то будет идти с дороги, тоже можно было это услышать или увидеть. Ну и давайте проверим режимы. Включим аларм. Аларм. Здесь также есть кнопка, которая отключает оба режима. И посмотрим, что за режим шины. Справа находится кнопка переключения, которая включает режим сигнализации, либо режим обнаружения человека или другого какого-либо живого существа, который увидит датчик. Значит, здесь слева есть рычажок управления громкостью всего этого происходящего звука, вот, который появляется в тот момент, когда срабатывает датчик движения. Кто-то мне писал: Юля, а как же костер от спички? Ребят, ну мы же не в каменном веке живем, что костер от спички. Смотрите, как удобно, когда есть такая штука, которой можно запалить костер и не мучиться. Значит, они там есть, ребят. Просто вот не хотели брать. А почему? Только им понятно, это и известно. Угу. Еще мне лицо все обдал, конечно. Собственно,
сейчас, ребят, здесь за что-то зацепилась. Я даже не знаю, за что. Это вот мне повезло, что у меня есть лодка, и мне разрешили, видите, на ней выплыть. А так бы я бы... Думаю, что был бы обрыв. О, видите, это шок. Лидер. Вот он куда-то тут завел. Опа, вышел. Вышел. Да, там, ты понимаешь, за что-то, то ли бровка, то ли что, я не знаю. Опа, ребята, хорошенький, смотрите какой. Сейчас мы его возьмем аккуратненько. Аккуратненько, аккуратненько. Так, друган, я тебя отпущу, пожалуйста. Такой красавец, смотрите. Оп, пошел. Просили у хозяина с соседнего водоема, если будет у кого-то лишняя рыбка, поделиться с нами, чтобы мы могли поджарить ее, покушать. Значит, почистила карпушку, нарезала и обмакиваю сейчас вот в панировочные сухари и обжариваю. Ой, какая вкуснятина. Какая вкуснятина. И вот такая красота у меня получилась на завтрак. Сегодня на водоеме Загорнян. Супер, ребята. Ну вот, ребят, наконец-то дождалась. Прошел дождик небольшой, вышла для того, чтобы посидеть с удочкой. Поворачиваюсь. А у меня поклевочка хорошего карпика. Вот такого вот отличного на поплавок. Вот такой вот красавец на поплавок. Плыви, друган. Это не крупный, блин. Чем на карася похоже? Нет, карп. Скорее всего, тот, кто почувствовал запах комбикорма и кукурузы. А, кстати, я только что бросила кукурузу. Вдруг бы был крупняк. О. Так на поплавок, ребят, точно такой же. О! Ты что, с ума сошел? Ёпсель-матрёпсель, ты шо? Что это такое? Что это было? Не, ну, что ли с ума сходить? Ты что? Это рыба. Вот такой вот дуплет, считайте, получился. Один на поплавок. Кстати, спортивный водоем, напоминаю. Здесь на поплавок нельзя, но я такая наглая просто хозяина. Просто я вот такой вот человек, поэтому я поймала карпа вот такого на поплавок. И вот такого вот поймала на 2 попапчика. Беленькие с фиолетовым. И обоих сейчас отпускаем. Давайте, плывите. Ударил меня по ноге. И оба поплыли в одну и ту же сторону. О, как ударил по ноге. О, какой красавчик, а. Вот. Ой, как заглотил глубоко. Ох, такой красавец. Ну, такого очень приятно. На поплавок, ребят, огонь.
Друзья и подруги, прекрасная рыбалка и отдых на Платнике Загорнятые получились. Водичка еще тепленькая, это начало сентября. Погода прекрасная, даже то, что прошел дождик, он не смог омрачить мой отдых. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Конечно же, следите за обновлениями. Увидимся на новых водоемах. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!